Всем доброго, прекраснейшего турецкого утра. Сегодня шикарная погода, на небе не облачко. Тучи нету, ветра нету. Так, смотрите, показываю. Здесь у нас есть такой бассейн большой. Здесь, когда нальется вода по сезону, когда сюда будет водичка, здесь вот можно и полежать. Лейки такие, вода льется. Есть даже мини-джакузи или бассейн такой маленький для деток. Класс, да? Там переодевалки и там еще шезлонги сейчас сложены все. Души, 2 душа стоят. Ну, зимой, естественно, сливают. И иногда меняют воду, чтобы она не застаялась, не зеленела. В некоторых сеты, например, зеленый, черный такая бывает. Вот здесь вот меняют недавно. Сливали, новую водичку наливали немножко, вот, чтобы не застаялась. Смотрите, у кого-то есть квартира на первом этаже. Это вообще прикольно. Своя территория там небольшая получается. Можно так отгородиться немножко. Это классно, да? Ну, первые этажи как бы менее ценятся, они дешевле. Я люблю. Там то, что более сыро получается. Всем добрейшего морского дня турецкого. Сегодня у нас день чудесный просто. День воскресный, кстати, воскресенье сегодня. Сегодня выходной, все приходят на пляж, гуляют. Мы не исключение. Вышли сегодня на прогулку, никакой работы. Смотрите, как классно здесь, возле моря, можно съесть кукурузу. То есть не в початках тут делают, а вот так вот кукурузку вам такая уже выпотрошенная из початков. Ее накладывают, можно помешать с маслом, солью. И по желанию еще кетчуп, майонез и кучу ингредиентов добавить. И скушать очень вкусно. Мы берем просто с маслом и с солью. Оп, поскольку стаканчик горячий. И вот кладут еще в один стаканчик. Очень вкусный, просто объедение получается. Нам с Жанной по большому стаканчику. Вот так выглядят ларечки с кукурузой. Но это не вкусно. Это просто обалденно. Вообще так вкусно. Безумно. Вкусно, сынок? Ты первый раз пробуешь? Ну, как бы нет. Я уже пробовал, но вкус забыл. Это очень вкусно. Мы решили сесть так в кафешечке, взять еще пару чая турецкого. А, кстати, кукуруза стоит 10 лир. Маленький стаканчик, ну это 55 рублей. По 5,5 можно примерно сейчас считать. Большой 15 лир. И чай здесь 7,5 лир стоит на набережной. А так обычно в кафе, вот где-то там уже поглубже от набережной, он стоит 2-3, 1 лиру иногда даже. В общем, такие цены. Если кто, да, на доллары все время просит меня на евро переводить, вбивайте в Яндексе прям курс лира, доллар, лира, евро, и вы все сразу видите, какой курс. Оль, улыбнись. Улыбнись. Улыбнись, Сань. Улыбнись. Вот так. Польки выпал зуб, а кукурузу наел. Красавица такая стала смешная. Мы спустились к морю. Заряд морских эмоций получить. Очень, конечно, классно. Море чистое-чистое, смотрите. Давайте, как всегда, передаю вам этот заряд позитивных морских эмоций. Сейчас, правда, дымка небольшая, но все равно тепло. Утонула твоя лягушачья лапка. Дай папа запустит, давай. И у папы утонул. Сегодня без лягушек. Давай. Попытка. Класс. Но до этого была классная лягушка, я в Инстаграм снял. Молодец, сын. Блин, классно, так приятно повозиться на камушках здесь. Под лучиками солнца. Давай, Коль, свою лягушку. Салют прям настоящий. Коль, опять. Улыбнись. Ай, красотка, не могу, зубик у нас вылетел. Как классно. Так прикольно шпиляют. Да, так, видите, с собачками, со стульями, там с грелками люди сидят. Вообще классно. Надо тоже пикничок организовать обязательно. Вообще просто красотища. Я вот просто прихожу сюда, вот мы встаем к морю, и у меня чуть ли не до мурашек. Вот реально, я прям такое блаженство испытываю. Я не знаю, почему у всех так. К морю так. Вот просто можно стоять, смотреть, ничего не делать и просто, знаете, все вот эти негативные эмоции, вся вот такая рабочая неделя еще была, но очень напряженная, график плотный был. Просто встаешь и все отпускает, вообще все уходит. Просто стоишь и просто заряжаешься. Знаете, как прям как аккумулятор какой-то подключаешься. Так что и вам тоже заряд туда, в камеру.
заряжайтесь. У нас до моря, смотрите, где-то получается 2,7 километра, но это туда-сюда, там, если до СРСУ пляжа, там даже еще ближе. Но кто-то вот там говорит, что это далеко. Мы вот на машине доехали 5 минут, 30 лир мы отдали, сейчас чуть цены немножко выросли. Ну, 30 на 5 это там 150 рублей с копейками, ну, то есть вообще ерунда. Может, я на велике катаюсь. И вот мне кажется, что если живешь прямо вот так вот на первой береговой линии у моря, где, естественно, квартиры очень дорогие, ты будешь приходить к морю, такой кайф не будешь испытывать. Когда ты вот так приходишь, вот я говорю, ты просто испытываешь безумный кайф. Поэтому, мне кажется, нет особо панацеи, прям брать у моря, прям вблизи, там 300 метров, 200, не знаю, 2 километра с половиной, это тоже близко. И удовольствие не меньше абсолютно. Ну, тут как бы все от бюджета зависит. Конечно, если бюджет больше, можно где-нибудь здесь прямо у моря взять на первой береговой линии. Но опять же, даже дело не только как в бюджете. Мне просто вопрос часто пишут, почему выбрали именно там квартиру. Бюджет раз и плюс расположение, да, место расположения. У нас вид на горы, он, ну, чуть-чуть менее прекрасен, чем на море, но тоже очень прекрасен. Вот, потом важно СТ, да, какая там прилегающая территория, да, есть ли там дороги, то есть чтобы, ну, площадка была детская, какая-то зона, территория, барбекю зона, вот, был детям где погулять, и плюс чтобы не было, да, вот этой оживленной дороги, чтобы дети не могли там на велике выехать и сразу же вот живая какая-то дорога, там где куча машин, вот, и вот исходя из всех этих приоритетов мы вот вообще просто увидели, поняли, что это наше. И берем. Ну, плюс бюджет вписывается. Ну, а так, как бы, касаемо цены, цена, я говорю, опять везде разная. Все зависит от удаленности от моря. Старый дом, новый дом, Анталия или Алания, да, то есть, естественно, Алания будет подешевле. Вот. Ближе к морю дороже, дальше от моря дешевле. Постарее дом подешевле, без мебели подешевле. То есть, ну, можно на любой бюджет, на самом деле, найти там. В старом городе, там вообще, вот я квартиру видел за 60 тысяч евро. Это вот где у нас Калеич, вон там все прям оживленное такое местечко, старый город, 60 тысяч евро. Большая площадь, но, правда, ремонт очень нужен такой. То есть, ну, можно найти все, что угодно. Можно поменьше площадь, там, с ремонтом можно найти. Ценник абсолютно разный. Все как бы от бюджета, надо брать бюджет и на него ориентироваться. Поэтому, если вопросы есть, вы не в комментариях пишите по поводу квартир, там, что хочешь пописать, а мне сразу в Инстаграм лучше. Вот, я вам там голосовой запишу, объясню все, расскажу. Так что, если кто задумался на покупку, я вам тоже подскажу все. О, смотрите, здесь прям такая пикник-зона. Здесь кафешки вообще, вот просто, ну не знаю, блаженство на самом деле. Проводить так выходные. В Москве сейчас все серое, хмурое. Таять сейчас скоро все будет, поэтому давайте, друзья, заряжайтесь. Смотрите, как отсюда видно, какая вода чистая-чистая. Сейчас я вам немножко зумирую. Вот так вот. Смотрите, какая прям красотища. Мне, конечно, плохо видно, что там у вас на зубе. Смотрите, как-то люди здесь выбирают, где посидеть. Смотрите, здесь вообще никого. Там все сидят, кучкуются. Ну, наверное, знаете, какие-то, может, зоны, где на машине удобнее подъехать. Здесь тоже никого, там опять кучкуются. То есть, ну, можно найти одинокие места. Для одиноких людей, можно густо населенные. Ой, смотрите, там кто-то загорает, ничего себе. Я увидел, сейчас я вам приближу. Смотрите, кто-то там лег, такой одинокий, и загорает. Вот так вот. Кстати, да, люди некоторые обращают внимание. Я когда сам хожу, я вообще не замечал, честно, глаза даже не бросаются, что вот эти штуки такие ржавые. А вот здесь бывают шторма такие, кто-то, может, видел, что вот эту гальку вот сюда выносят, ее лопатами убирают. То есть, представляете, вот это все заливает. То есть, естественно, крась не крась, вот там вот закрашивай, не закрашивай эту набережную, она вот так вот не в сезон, ну, сразу убьется, плюс морская вода, пыль, всегда все это летит, морская пыль, да, вот это все ржавеет вместе с солью, дает такой эффект. Но посмотрим, мне кажется, сезон это все покрасит, потому что сезон уже не будет таких штормов, вот, не будет так дуть, и волн меньше будет. Вот, и посмотрим. Мне интересно. Я очень думаю, что покрасит. Почему тут? Уверен на 100%. Посмотрим, да, с вами? Папа, смотри на ноги. Смотри, не грохнись только туда. Смотри туда. Красиво, да? Но вот единственное, надо чуть пораньше приходить. Потому что сейчас, видите, дымка пошла и ветерок поднялся.
Так, ну мы сейчас нагулялись, смотрите, как классно нагулялся. Дорожку перешел, на кнопочку нажал и поехал дальше, куда хочешь. Сейчас вот вызвали, и такси сейчас приедет через несколько минут. Слушайте, минута прошла, и такси подано. Нагулялись, на набережной здесь. Зашли в магазины, накупили все продуктов. У нас, кстати, открыли еще 2 магазина. А101 такой новенький прям. И еще кооператив какой-то. Такой небольшой магазин. Но А101 классный. У нас тут, конечно, тоже красота. На улице тепло, здесь вообще ветра нет. Ждем, когда все распустится, все будет красиво, зелено. Да, у нас тут вообще шикарно, ветра нету. Смотрите, кто-то делает мангал. Пикничок такой устроили. Надо нам тоже обязательно такое дело устроить. Солнышко вообще класс светит. Ветра нету, прям сказка. Хоть на балконе загорай. У нас тут, смотрите, какой балкон большой. Сейчас вчера ковры постирали в стиралке. Сушим на солнце. Огромный стол у нас. Стулья такие. Все можно расставлять и тоже тут трапезничать с видом на горы. Но я себе организовал такой пикничок. Шаурмишка, огурчики, перчик. Обязательно очень прям нравится мне перец. Я к нему привык. Стал прям каждый день есть. Он острый. И айранчик стакан. Ну, конечно, прекраснейший вид на горы. Всем приятного аппетита. Ну, знаете, как я люблю солнце, да, вот это тепло. Блин, ну мне кажется, я просто мечтал вот так. Я вообще всегда мечтал сидеть на балконе, там кушать даже. Мы в России жили, я там что-то придумывал на балконе, но там высокие такие эти перегородки. Вот здесь просто садишься, под закатит за горы, да, такой. Сидишь и ешь. Это уже 2-я порция у меня пошла. Шаурмишки. Ну, кстати, пишут, что здесь низкая перегородка. Ну, мы что-нибудь придумаем. Ну, как низкая, вы смотрите, у меня она по пояс. Вот. То есть полька там, если подходит. Но он никак не перевалится, только вот если со стулом. Вот. Ну, не знаю, посмотрим, может, еще что-то нарастим. Либо вот есть варианты, вот здесь не видно, многие застекляют балкон, его вот там вот видно. Может быть, вот так застеклим. Вот у нас друзей тоже так, Волжаю, Света. Может, так сделаем, посмотрим. Ну, тогда как бы ощущение простора уйдет. Я люблю, когда такой простор. Выходишь просто, как будто ты на улице находишься. Как я, как свободолюбивая птица, да, обожаю пространство. Как четко я поел, и солнышко зашло. Кстати, пока не забыл, я вам сюда прикреплю ночной вид. Здесь луна, звезды. То есть, ну, на видео это все не видно, потому что камера не передает это. Кстати, можно, да, попробовать на мою большую Соньку снять. А7 III, там цвет чувствительности выше. Но я сделал фотку, когда здесь луна была, она же перемещается, вот какой-то из них была, ночей точнее, и так круто было. Прикрепляем сюда фотку, посмотрите, напишите, как вам такой ночной вид, реально просто непередаваемое ощущение. Ну, сейчас только более-менее тепло стало, так что на балконе можно сидеть. Ну, когда солнце, всегда тепло здесь. Вот, и смотрите, сейчас раз уж на балконе покажу вам. Здесь есть такой кран, его открываешь. Что ты делаешь, да? Сейчас зальется. Смотрите, есть такие швабры у них с резиновой штукой, вообще очень классно. И можно так вот помыть балкончик, если я только что стул отодвинул, так немножко грязноват. И есть такой слив, и можно здесь вот так вот мыть, там, не знаю, даже руки мыть, что-нибудь придумать, можно все что угодно. Вот так вот все это дело собираешь в этот слив. Ну и когда дождь идет, тоже очень удобно, этой шваброй раз прошелся, все, и сухо. Так, а вот и гости. Жил-был у бабушки серенький козлик. Видите, там черные, белые точки такие. Это горные козлы тут ходят. Пасутся. Далековато, правда, но видно. Но так вживую хорошо видно. Так, ну и нам пришел счет за электричество за целый месяц. 113 лир всего лишь. Это 632 рубля за целый месяц. Но воды мы льем много. Потому что детки, взрослые, любим мыться. Очень много воды льем. Такие вот цены. Потом, смотрите, еще будет электричество. Да. Потом айдат у нас 280 лир. На 5,6 умножаем сейчас курс. И все, и больше Турции ни за что платить не надо. Ну, налог 1 раз в год на квартиру. Там какой-то тоже небольшой, в зависимости от площади высчитывается, потом узнаем. Все, никаких поборов типа капремонта, вывоз мусора и так далее. Хотя, я говорю, мусор выносит у нас кападжи, можно за дверь прям оставлять. Но иногда мы сами выносим. Ну, можно прям за дверь ставить, все забирают. Вот так вот. К теме того,
За что надо платить в Турции, когда здесь живешь? Нет, сколько мы живем здесь, в Турции, уж почти 2 месяца. Я первый раз вообще попал на рынок. Представляете? Все как до этого не складывалось. Но сейчас уже вечер, под закрытие. То есть, видите, уже половины нету. Я так затарился, немножечко клубнички, бананы взял. Фруктов, овощей. Вот. Но я обязательно как-нибудь вам поснимаю. Цены покажу, сравним с вами цены в магазине и здесь. Ну вы тогда сразу пишите, интересно рынок поснимать или нет. Сейчас тут пока были, такой дождище лил, такая там шумиха была. Я в инстаграмчик успел снять. По крыше долбил. Это в Лимане рынок. Есть еще рынок в Хурме. Есть Лимань по вторникам. Лимань, по-моему, ой, в Хурме по субботам. Чем поснимаем. То мы скоро уезжаем уже. Билеты купили уже. Надо слетать домой, ВНЖ надо делать. А мы документы сюда не сделали. Надо апостиль сделать документов. Мы что-то как не подумали сразу, забыли, спешили. И вот сейчас приходится лететь, чтобы апостиль сделать. И потом сюда, обратно. Ну дай бог, что все нормально будет. Там сейчас как раз сегодняшний день. 22 02 22. Все, наверное, слышали, что здесь происходит. Вернее, не здесь, а у нас там. Я так через дорогу не в положенном месте перехожу. Надеюсь, все хорошо будет. Мы вернемся. Ну, я думаю, к этому времени, когда вы смотрите, уже все будет хорошо. Сейчас уже к дому приехали. Вот сейчас на рынке были. В банкомате деньги снимал. Знаете, поймал себя прям на такой мысли. Я, конечно, нам послезавтра улетать. И мне так грустно. Так не хочется уезжать. Прям вот вообще... Прям не знаю, как передать даже. Это вот помните, я все время говорю, когда в отеле приезжаем, типа потом думаю, говорю о том, что если вернулся бы я еще раз в этот отель, там, ну, по эмоциям, да, по своим после отдыха. И вот сейчас я себе такую эмоцию, я даже не задавал, но такой вопрос вот вспомнил, о котором я говорю, вернулся бы я еще, блин, вообще не хочется уезжать, просто вот 2 месяца прожили. Так круто, так вообще обалденно, но надо ехать, там еще дочка у нас старшая с бабушкой живет. Ее, может быть, привезем, посмотрим. В общем, надо слетать, но не хочется. Прям вообще никак. А велики, смотрите, вот здесь один никитосовский стоит с шлемом под дождем. Из до ниточки промок. Ну так, я замок накидываю все равно. На всякий случай, ну так не страшно, все равно охрана здесь. И прям в честь моей грустинки пошел дождь. Погодка сегодня пипец. Турция грустит. Потому что мы завтра улетаем. Но мы тоже что-то грустим, мне прям грустновато. Сейчас приехал в школу, в сад, забрать Полькины вещи. Потом сейчас улетаем. Я вам немножко покажу, как тут выглядит школа. Это вот здесь, знаете, как гостевое местечко, кафе тут есть. Можно перекусить что-нибудь. Ни разу сам сюда внутрь не ходил, только сад смотрел. Смотрите, как у них тут теннисный стол. Столы вот так вот, на переменке они сидят, кушают. Это русская школа, здесь институт есть, и сад, все вместе. Ну, естественно, платная, сейчас я вам расскажу. Я тут с ребятами, студентами разговаривал. 5000 чего-то там, или долларов, или евро стоит обучение за год, это институт. Вот, садик стоит 20 000 рублей. Школа что-то тоже в районе 20, но там надо сразу вроде как год и полгода покупать. Тут много всяких школ, есть еще турецкие школы, они, естественно, бесплатные. Ну, там, может, не знаю, может, какие копейки надо платить. Сады есть турецкие. И вот, ну, русские, когда приезжают, вот у нас друзья, а у них мальчик, сын в школу пошел, без проблем в турецкую. Турецкого репетитора им взяли. У них просто ВНЖ и все, и они с этим ВНЖ пошли в школу. То есть, ну, а чтобы ВНЖ получить, то есть, нам надо либо квартиру там арендовать, сейчас, по-моему, от полгода только сделали, или год, не знаю, точно не уточнял, но если квартиру покупаете, вам сразу дают ВНЖ. И все. Благами пользуюсь. Ну, еще страховку надо оформить теперь, по-моему, в ВНЖ. Но мы будем заниматься этим, прилетим. Как раз апостиль сделаем документов и буду вам рассказывать. У нас, кстати, сейчас и в России с учебой тоже не все сладко. В частности, у нас в Москве. То есть на бюджет хрен поступишь. Прям заваливают многих специально. Вот. Ну, а по обучению, по-моему, тоже примерно так же. Там 3-5 тысяч получается долларов. Пишите, как у вас в регионе. Сейчас хорошо меня хотел. Как у вас в городе с обучением, с институтами дела? Легко ли на бюджет поступить? Реально ли вообще или тоже? Все сейчас у нас за денежку в стране.
Раньше все бесплатно было для людей. Ну да, теперь все свои деньги, как вы заметили, я на велосипеде с машины пока вопрос не решили. Либо здесь будем покупать, либо пригоним. Надо подумать, как лучше. Вернее, мы думаем. Здесь все за и против. Но если из России ехать, то это надо на летней резине ехать, когда тепло. Потому что здесь зимняя резина не нужна. Один из плюсов владения машиной в Турции. Вот. И потом здесь, если покупать машину, она в цене растет. То есть, если у нас машины дешевеют, ну, раньше дешевели, сейчас, естественно, тоже все выросло. Так и квартиры, так и машины очень сильно подросли в цене. А то в цене в Турции они и раньше росли. Покупаешь любую машину, и она у тебя здесь вырастает. А я сейчас приеду еще раз постричься здесь. Барбершоп наш в Курме. Так, ну что, I'm ready. Как вам причесон? Вообще супер, такой классный парикмахер. Тут Юсуф работает, вообще просто бомба. Прям профессионал своего дела. 100 лир, ну 560 рублей где-то получается. То есть 5,6 курс брать. Под шлем жалко одевать. Такой причес. Кстати, такой дождище лил. Гром, молния, прям грозовой фронт над нашим домом проходил. Вообще, сейчас вам даже кадры сюда вставлю, как ночью будет. Видите, тут нефтрить колотить. Вот такое вот бывает в Турции. Еще дождь не прекращается, какие реки, ленчи, все ноги уже мокрые. Иду интернет оплачивать. У нас Турктелеком не принимает русские карты, вообще ни в какую. Русские карты только за воду принимают. А за электричество не берут тоже русские карты. Но это можно на почте платить. И даже в шоке иногда. И вот за интернет тоже только вот надо ехать оплачивать. Блин, 21 век, они Apple Pay не могут подключить. Но в Турции вообще с IT проблемки. Поэтому здесь надо внедрять IT. Поскольку мы в России сайтом всем здесь занимаемся. CRM-ками и так далее. Здесь надо тоже это внедрять. Много есть чего развивать здесь. Каршеринг и так далее. Так, все оплатил. Знаете, где написано фатура Адеми? Вот здесь вот принимают. Ну, смотрите, в интернет стоит у нас 160 лир, у меня максимальный тариф. Можно за 130 взять. Мне что видно, на YouTube загружать, я взял максимальный тариф. Так что вот так. Ну, недорого, как в Москве практически. Только единственное, здесь исходящий трафик очень маленькая скорость. Вот у меня там 7 показывает. Максимум 7 мегабит в секунду. Входящий там и 40, 50 бывает, то есть входящий нормально. А мне как раз надо что-то загружать, и поэтому я здесь стал 1080p снимать, 4К не снимаю. Если долго ролики грузятся, прям на несколько дней приходится MacBook оставлять открытым. Вот. Ну, так, кстати, тоже ничего, да, вы пишете. Сейчас я на Соньку снимаю. На Osmo там получше, там даже объем файла больше. Смотрите, какой красивый вид. Горы, туман. И вот смотрите, когда дождь идет. С гор в некоторых местах такие текут реки. Это сейчас еще, считайте, маленький дождь. Представляете, видите, было ночью. О, классно. Видите, есть специальные отводы. Сейчас даже не хватает, видите, через камни льется. Куда-то здесь забрел в Курме. Недалеко от нашего дома. О, класс, смотрите, прям как водопад. Супер вообще. Я обожаю природу просто. Натурально. У нас тут тоже немножко лужица. Здесь вот тоже подзатопило мальца. Это все уйдет. Там деревья, низина. Кстати, как туда цветет все за счет того, что обильное солнышко всегда светит, обильно подогревается. И воды много. Но это вот как бы день проходит, все, и после дождя есть вообще сухо, дети бегают. Блин, прям мне так не хочется уезжать, я вообще даже не знаю почему. Видимо, прям очень хорошо. Не, действительно, прям, знаете, не хочется, вот прям внутреннее ощущение такое. Ну, Россия зовет, матушка. У нас дубль 2 поход в парикмахерскую, поэтому решил сына пойти постричь, очень классный мастер, мне понравился. И уже не на велике пешком пойдем. Смотрите, у нас в районе магазинов очень много, вот смотрите, Шок, потом кооператив открылся недавно. Но там еще, честно, мне как-то не очень понравилось. Нет, там есть продукты, говорят, что там прям натуральные, но мало выбора. Что-то там я хотел как-нибудь баклажанов купить, огурцов соленых нету. Кстати, да, баклажаны здесь в магазине вообще обалденные. А, знаете, такие жареные баклажаны Аджан и в банке. Вообще классно. Вот, и еще вот А101 открыли недавно.
Тоже новенький, хороший, очень крутой магазин. Прям там очень много всего. Даже игрушки есть детям. Вообще супер. Ну, пацаны так примерно все одинаковые. Где-то плюс-минус. Я что-то вначале эти цены наснимал недорогие. Я понял, что, блин, цены реально сильно отличаются от российских. И я уже больше не смотрю даже на цены. Хотите, смотрите, здесь можно даже заказать еще что-нибудь. Тренажеры какие-нибудь, технику. И они привозят, короче, в магазин. Вот, а многие любят рынки. Вот, если честно, я вот там ту же самую клубнику, там Мигросе возьмешь где-нибудь в шоке какого-нибудь. Мне она больше нравится, чем с рынка. Не знаю, почему, сколько раз берем, более сладко. Смотрите, здесь лужи такие чистые. То здесь глубина, не знаю, вот так вот аж пятка намокает. То здесь такие чистые дороги везде, что ты не можешь понять, какого размера лужи, какой глубины. Наступаешь, а у тебя там, блин, по полноги. Ты идешь, кажется, вообще нет луж. А я иду, смотрите, о! Все как чисто, да? Но много дождей, естественно, все смывает. Везде ливневки. Эти реки, вот тут даже речка специальная такая, которая отводит все это дело потом в море. Ну и как бы все идет под наклоном от гор к морю, естественно. Естественная среда. Сын, тебе понравилась Турция? Где лучше, в Москве или в Турции? Ну, я скажу, в Турции лучше, но хочется уже в Москву. Да? А почему в Турции лучше? Стой. Ну, потому что в гости к друзьям можно ходить. И гулять можно, что ли? Да. Все, мы пришли опять в парикмахер. Тут Хурме есть, кто знает. Заходите. А мастера зовут Юсуф. Как в ресторане. Как ресторанчик Юсуф. Вот забыл, помните? Здесь тоже Юсуф мастер. Сына будем стричь. Барбершоп. Здесь, смотрите, раковины вот такие вот. Они, то есть ты не назад отклоняешься, как у нас в России, а вперед наклоняешься и можешь, не знаю, может, потому что только мужская стрижка в барбершоп. Не знаю, как женских, но тот жанр. Смотрите, Инстаграм. Все, мы пошли стричься. Пойдем, пупси. Лучше. Я вам покажу. Вот видите, как здесь раковина, вперед наклоняешься. Сынули сейчас будет подстригаем. Так уютненько все, и музычка играет, и иногда телевизор. Кофейку предлагают, чайку. Сейчас сына будет стричься, я его буду ждать. Кстати, есть ли у кого в городах такие раковины, что вперед наклоняются? Я такой не особый посетитель барбершопов, поэтому может... Не, ну в Москве был, но там назад отходишь, ты моешься. Прям сел, помыли тебя, побрили там, если надо, или волосы из носа пойдет, из ушей, все предлагают. Тут второй красавчик готов. Очень классно постригли. Тебе нравится, пупс? Красавец стал. Все. Можно идти паковать чемоданы. Слушай, ну я вот у себя в России, блин, прям вот проблема у меня с мастерами. У меня был один мастер. И все, потом после ковида закрыли парикмахерскую, и я вот так и не нашел. Здесь прям очень мне понравилось. Теперь будем ездить стричься в Турцию. Надо постричься в Турцию, поехали. Идем паковать чемоданы. Так, зашли мы в А101, говорит, купи машинку. Зашли купить. Барби тут продают. Смотрите, такая Барби. Кукла 39 лир стоит. На 5,6 умножаем и получаем цену в рублях. Сколько твоя машинка стоит, нашел-то? А я есть... Ценник где-то здесь, кстати, на них был. Смотрите, помидоры 15 лир, картошка 4. Ну, я считаю проще, да, добавляю 0, делю на 2. Получается плюс-минус где-то так, да. То есть 40, 20 рублей получается. Это 150 пополам, 75. Ну, плюс конвертация там чуть-чуть прибавляйте. Где-то вот так вот получается. Потом мандарины 18 лир. Кстати, мне кажется, цены поднялись немножко, да? По-моему, в прошлый раз снимал, дешевле было. Как морковочка 7 лир. Банан 27 лир. Слушай, цены были намного ниже. А вот есть, вот что у нас тоже бананы. Мусс по 11. Может, магазин так отличается? Мне кажется, подняли цену. Ну да, многие говорят, что цены подросли немножко. Лимоны по 30 рублей. Смотрите, креветки, да, вот такая пачка. Сколько там? Нечищенные. 500 грамм. Чистых там, наверное, 250. Если, кстати, взял, но еще не готовил. 56 лир, да. У нас что-то 280 рублей примерно, где-то так. Меня все просили мясо снять, но проблема в том, что я пока турецким не сильно владею. Вот. И когда ценники вот так разбросаны, не всегда знаешь, что где лежит. Ну так, переводчикам надо фоткать, там переводить. В этом магазине, кстати, по-моему, где-то должно все равно быть мясо. Ну, кстати, я тогда сравнивал, цены примерно такие, что на курицу, на мясо. А вон курица лежит, прям посмотрим. Курица 22 лиры. Это, наверное, за килограмм цена. Да, ну, если у нас курица там вот кило 700. Здесь получается килограмм, это у нас за
сколько? 220 пополам 110, ну плюс какие-то службы. Не может такая цена быть. Может за полкило цена. А, нет, за килограмм. Смотрите, да, за килограмм 23 лира, 22. То есть, смотрите, курица как недорого стоит. Получается 100, там 20 примерно рублей за 1 килограмм курицы. Еще курица здесь очень вкусная. Вот 42, это филе. Ножки 27 лир, ножки тоже обалденные. Я вот такие вот обожаю. Тут плечики такие, крылышки и кусочки ножек. Тоже 27 лир за килограмм. Так, вот смотрите, фарш, да, с говядиной, скорее всего, 400 грамм, 25 лир. Это у нас получается тоже 100 с чем-то рублей, 100 с копейками. 29 лир, это у нас уже в мяско пошло. Переводить, что тут какое мясо, котлеты 29 лир, смотрите, 150 рублей, 400 грамм котлет. Но котлеты тоже очень вкусные, потому что все натуральное. В общем, такие цены, мне кажется, это дешевле, чем у нас Дана. Ну, это такой магазин, еще есть другие, Мигросы, там прям вообще очень много выбора мяса, прям какой хочешь. Ну, кроме свинины, естественно, мусульманская страна, свинины тут нету. Колбаса. Смотрите, колбаса, ну так попавшая 22 лиры, мы не берем колбасу, мы так иногда только вот нарезочку возьмем, так, знаете, бутерброды перекусить. Ну так, если что, ставьте на паузу, разглядывайте. Вот краковская 36. Ну, естественно, колбаса в России вкуснее будет, здесь не очень. Ну как не очень, нормально, съедобная, но в России вкуснее. Наггетсы 9 лир. Наггетсы тоже очень вкусные. Ну что, 45 рублей наггетсы стоят, что за цены такие, за 300 грамм. Вот такие наггетсы мы жарили, тоже очень вкусные, 18 лир. 700 грамм наггетсов, 90 рублей, ну около 100, если округлять, так чуть-чуть плюс. Такую колбасу обычно нарезку берем, пить есть подороже, такая, наверное, более натуральная. Я такую беру, тоже ничего, вкусная. С хлебушком накинешь, вообще класс, с сыром еще помажешь. Или такой можно сыр положить. 37 лир, огромная пачка, 350 грамм. У нас 200 рублей там примерно. То есть очень много видов сыров, то есть смотрите, такой на бутерброды. Вы хочешь пачки огромного, килограмм сыра 250 рублей. Но это вот, видите, для сэндвичей, для тостов. Это уже что-то более такое. Ну, такой едим сыр. Ну, такой, знаете, я вот, ну, как в России, не нашел немного. Ну, надо искать, надо пробовать, то есть, видите, какое огромное количество. Тоже 200 рублей, полкило сыра. Есть мед в сотах, 24 лира. 100 с чем-то рублей, 120, 130, видите, прям соты, там и мед. Натурелла прям. Ого, какая. Очень прикольный магазин, здесь вообще все есть, и тарелки, даже микроволновку продают, знаете, микроволновка 1100 лир, да, это, ну, там, в районе 6 тысяч что-то будет стоить, даже телеки продают. Вот. Ну, все с гарантией, это очень большая сетка магазинов. Компьютерные клавиатуры, вот эти сковородки, утварь кухонную, любую можно купить. Так, вот яйца, смотрите, 15 лир, 75 рублей десяток. Ну, мы обычно, знаете, как я вот покупаю 30 яиц, большую упаковку. Они в районе 30 лир стоят. На вот булочные продаются, и очень вкусные яйца тоже. То есть это 150 рублей, 30 яиц. А, вот, я вам говорил про баклажаны. Вот Аджаб Сандал, типа это просто бомба, такая вкуснятина вообще. Просто прям раз ложкой с хлебушком проголодался. Вообще бомба, знаете, 7 лир. Это у нас сколько? 35 рублей, ну будем говорить 40, так, чуть-чуть с конвертацией, это иногда конвертирую. Я уже рассказывал, как делать, чтобы конвертировали. Вот, на Тинькофф меняете, сразу лировый счет открываете, меняете деньги. И раз привязываете ее к карте, вот и все, и прям расплачиваетесь лирами. То есть по тому курсу, по 5,6 вот я менял. И по такому курсу, естественно, вас и списывают, без всякой конвертации. Вот, смотрите, дошки есть, 7 лир, 5 лир, 3 лира, бюджетный дошек, 2 лира. И, кстати, вкусные, мы один раз брали, вообще прям действительно ура съели. Прям вообще классно. Смотрите, вот сколько тут? Литр 25 колы, 7 лир, это 35 рублей, да? У нас сколько там в районе 2-литровый, 150, по-моему, уже стоит. То есть я буду вводить индекс колы и киндеров, потому что киндер здесь по 6 лир, это 36 рублей. В Москве он там под 100 стоит, да, сейчас с лишним. Вот откуда у нас такие цены в России берутся, я вообще не понимаю. Одни и те же киндеры, одна и та же кола. Цены совершенно разные. Ну, а скажешь, там НДС накрутят, перекуп, пока там пройдут в один склад, в другой. Ну, не знаю. Цены здесь на все, конечно, намного ниже. Даже вот на бритву, вот это я все там все покупаю. Очень классные цены. Ну, единственное, на технику тут и на машины, и на бензин, вот как бы выше цена.
И все. Я просто набрал тут кучу всего, поэтому так с вами разговариваю. Смотрите, мыло. Вот это с оливками берем. Хорошее. 12 лир. Это у нас сколько получается? 70 рублей. Да? Короче, мне уже все. Руки переполнены, корзину я не взял. Так, вы сейчас ставьте на паузу. Разглядывайте шампуни, паста зубная, парадонтекс 17 лир. Зубные щетки, смотрите, 2 штуки. 60 рублей примерно. Банка огурцов, смотрите, 45 рублей. Это кукуруза такая уже вареная, ее прям можно есть. Брать оливки 70 рублей. Тут огромная банка, 375 грамм. И вот киндер, смотрите, будет 5 написано, а тут 7. Вообще по 6 я видел, может немножко подняли цену. Вот, смотрите, целый пакет мы набрали. Яйца взяли, колбасы, нарезочку, пару штучек, игрушку. Дошка взяли. Это сейчас еще ничего не готовили, вещи собираем. Что там еще у нас? Мыло. В общем, еще что-то. Игрушку, да, вот. И 500 рублей. Всего лишь 2 киндера, естественно. Деткам я взял. Ну, в общем, цены, я говорю, блин, очень радует, конечно. Только не радует, что у нас в России, блин, другие цены. Вообще непонятно, почему. Кто знает, напишите, почему у нас такие цены. И вот по качеству продуктов, я говорю, курицу варишь, она совершенно другого вкуса, да, там если суп жаришь, она тоже совершенно другого вкуса, то есть вообще, ну не знаю, может здесь так следят, что какой-то комбикорм был там, не очень промышленный, более-менее нормальный. А, еще бутылку колы. Знаете, что я заметил? То есть если, к примеру, я в России встану в 6 утра, ой, маску упал, Никита, подними, пожалуйста. В 6 утра, если встану в России, а лягу ночью в 3 часа, и я буду просто никакущий, я буду умирать, наверное. То есть у меня здесь вот так вот было, то есть много дел всяких было. То есть я в 6 встал, в 3 лег. То есть у меня где-то часов в 9-8 уже так, знаете, все, организм так устал. Но потом в 12 у меня открылось второе дыхание, я сидел, монтировал до 3 часов ночи. Вот, и это я к чему говорю, то есть здесь, когда даже встаешь рано, там в 7 утра, когда Польку в сад надо вести, ты себя чувствуешь прекрасно, тебе не хочется спать, у тебя нет усталости, ты к вечеру вообще бодрячком, не знаю, хоть на футбол беги. Вот. А в России, если там в 7 встаешь, там поспал часов 5, просто никакущий, и вот пока днем где-нибудь там не прикимаришь, будешь себя плохо чувствовать. То есть это я о чем говорю, что здесь, ну, экология, естественно, понятно, заводов особо нету, горы, море, да, пихты-облепихты, конечно, экология, она очень сильно сказывается на организме, и это прям очень ощущается, это чувствуется. То есть, ну, возраст все-таки там 37 лет. Поэтому плюс, ну, как бы продукты, воздух, здоровье здесь очень, конечно, укрепляется. Поэтому те, кто вот... А я даже знаю, что многие там астматики, еще кто-то вот переезжают там в Турцию, там с детьми, потому что врачи так рекомендуют. Ну, действительно, конечно, набираешь сейчас здоровье, представляете, там морской воздух, все это, солнце, витамин D, сколько фруктов постоянно, клубнику вообще постоянно я покупаю, едим. Апельсины, то есть куча фруктов, ананасы, все здесь круглый год это. Вот. Ну, есть, конечно, сезон, и арбузов, там, мандаринов, но все равно там, арбузов вот сейчас нет, мандарины сейчас сезон зимой. Вот. Ну, посмотрим, как летом. Ну, наверное, тоже продают теплиц, тут полно, как на самолете летишь, вы знаете, да, куча теплиц, куча всего. Вот. Ну, вот я как бы к чему там все это, да, вот, подводя итог там 2 месяцев жизни в Турции, я минусов вообще практически не нашел. Просто одни плюсы, то есть вот настолько вот все вкусно, все здорово. На велик сел, к морю приехал. Вообще, ну, красота. Единственное, с учебой надо вопрос решить. Сейчас Никита удаленно учился, то есть я спрашиваю, как Никита учится. Удаленно, когда у них была удаленка, то их тоже туда-сюда гоняют. Потом еще мы там допы берем с учителем, он домашку делает, в школу все отправляем. Вот, то есть пока аттестован. Ну, сейчас рано летим, ему надо учиться, Никита, маску сними, свежий воздух не поступает. Экология отталкиваешь. Вот. Ну, нормально, пока так. Вот. И посмотрим, если как переедем, полностью не переедем. У нас еще старшей дочке, ей нужен институт. Не знаю. Если бы, конечно, вот так вот мы были более там свободны, да, там некоторые вот живут там, ну, детей нет, еще кого-то там, что-то думают, сомневаются. Я вообще просто без сомнений, конечно, переехал, если позволяет еще удаленно работать. И потом здесь тоже, я думаю, можно работу найти. Везде профессионалы и специалисты пригодятся, можно найти применение. Сферы разные есть. Так что вывод какой? Сейчас мы приедем. Я постараюсь по максимуму все свои дела сделать по-быстрому. Не знаю, Никита может учиться останется, потому что сказали, что он должен быть в школе. Мы тут вообще хотели сорваться, ему сказали, приезжайте срочно. Мы говорим, ну вы же нас отпустили. И мы уже собрались, Жанна даже билет купила. Вот. Бросила его. Не полетели, договорились.
невозвратные брали, кстати, да, надо все время брать возвратные, лучше чуть переплатить, и чтобы можно было потом дату поменять, чуть что-нибудь. И сделаем быстренько все дела и обратно сюда. Ну а потом что ж, скоро каникулы. С парковкой, да, класс, блин, машину под землю поставил, хочешь на землю, все это, естественно, бесплатно. Вайдат, все включено. Если вдруг ты не смотрел, у нас 280 лир. Там 1500 рублей, грубо говоря. Фитнес свой, да, бассейн. Ну, я вам сниму еще, наверное, потом. Обязательно постараюсь снять. Ну или потихоньку все буду показывать. Когда бассейн, все наполнено, там инфраструктуру, все наш, где, как и чего. Ну, блин. Я не хочу уезжать, честно. Я уеду, наверное, буду прям безумно хотеть обратно. Но есть дела, которые надо поделать там в России физически. Без меня там никак не обходится. Офис у нас там. Все, надо в общем съездить. Вот так вот идешь, но я бы просто вот смотрите на меня, да? Эту улыбку никак не подделаешь, вы знаете, мои эмоции всегда, которые я вам, кстати, всегда и передаю. То есть весь ответ на моем лице, все эмоции здесь. Ой, я прям смотрю на эти горы, понимаешь, я буду просто безумно скучать по этому виду. Я каждое утро здесь, кстати, да, говоря вот о здоровье, экологии, выхожу на балкон, ну, если польку отвожу, то здесь потом делаю зарядку, занимаюсь, отжимаюсь. Там вообще, не знаю, меня прям прет. То есть столько энергии, ты утром встаешь в 7 утра, и у тебя просто вот энергия прет. Ты, Никит, будешь скучать по этому виду, по горам, по площадке своей. Ну и надеюсь, мы недолго будем скучать. Ну класс, я прямо смотрю, просто любуюсь. А то я выхожу на балкон, ты смотришь на все дело, делаешь зарядку, и тебя просто заряжает энергией, прям вот прет с тебя. А если на море поехал, там зарядку поделать, это вообще бомба. Велик покупайте в Турцию, видите, сразу берите велик, никаких машин. На велик катайтесь, здоровье будет крепкое, как у меня. Но мы все равно не будем машину покупать, то нам надо тоже по отелям мотаться, в Кемер, куда-нибудь еще, в Аланию я хочу ездить. Там дела поделать, квартирку посмотреть на инвестицию какую-нибудь. В общем, ну, и так просто на пляж Клеопатры. Ладно, пусть пошли. Как даже домой не хочется идти, собираться, хочется стоять, смотреть, всасывать в себя эти эмоции. Но на самом деле, знаете, как сейчас получается, что обычно все хотят там вид на море, да, жить рядом с морем. А мы вот пожили здесь, и вот сейчас тоже подписчики пишут там по поводу квартир, там, чтобы я им снимал. И я говорю, сейчас новое понятие будет, первая горная линия. Первая линия с видом на горы. Ну это реально, это просто вот космос. То есть море, конечно, да, оно лучше, но горы это вообще второе место после гор, после моря. А может наоборот. Ладно, утомил нас с этой болтовней. Все, пойдем, пупси. Да, я, кстати, еще много квартир всяких наснимал, буду каким-то видео вам вставлять, потому что многие пишут, Жень, сними там нам 1+1, там 2+1 по бюджетнее, кому-то получше, кому-то на море. Все вам снимаю, все вам показываю. Вы все увидите во всех роликах. Смотрите, где-нибудь буду вставлять про квартиры. Но если интересно, пишите, может быть, прям отдельное видео там раз в недельку, там с кучей квартир будем делать. Друзья, мира всем вам над головой. Удачи.